Черные клубы густого, въедливого дыма, вздымавшиеся над рабочей окраиной небольшого чилийского городка Санта-Роса, были видны за несколько километров. День выдался немилосердно жарким, а сухой порывистый ветер лишь подливал масло в огонь. Старый деревянный жилой массив вспыхнул мгновенно, словно гигантский короб со сухими спичками. Полыхнул один дом, от него за считанные секунды огонь перекинулся на второй, а затем и на третий. Когда к месту происшествия с оглушительным ревом и слепящими проблесковыми маячками пробилась первая пожарная машина, огонь уже полностью хозяйничал в жилом квартале. Вокруг царил неописуемый хаос. Кричали испуганные люди, пытавшиеся спасти хоть какие-то вещи, с треском рушились обугленные балки перекрытий, а в раскаленный воздух взлетали снопы ярких опасных искр. Мощный напор воды из бронспойтов с оглушительным шипением встречался с пламенем, застилая всю улицу плотной пеленой белого пара. Спасатели работали на пределе человеческих возможностей, сосредоточенные на главной задаче — вытащить из огненной ловушки людей и не дать стихии поглотить весь остальной поселок. В этой дикой суматохе никто из пожарных даже не обратил внимания на маленькую тень, непрестанно снующую между огромными колесами спецтехники. А ведь в самом эпицентре этого ада, в полуразрушенном и задыхающемся от копоти домике, еще пару часов назад шла совсем другая, тихая и размеренная жизнь. Там, в уютном сухом углу под деревянным крыльцом, обустроила свое скромное жилище обычная беспородная собака по кличке Джесси. Местные жители хорошо знали и любили ее за неимоверно кроткий нрав, ласковый характер и удивительно умные, почти человеческие глаза. Совсем недавно в жизни Джесси произошло самое главное событие — она стала матерью. На свет появились 4 крошечных, еще абсолютно слепых и беспомощных щенка. Для скромной дворняжки эти пищащие комочки стали настоящей вселенной, центром всего ее существования. Когда в доме начался пожар, едкий, удушливый дым мгновенно заполнил собачье укрытие. Воздух в секунду стал палящим, а едкая гарь немилосердно обжигала легкие при каждом вдохе. Любое другое животное в подобной ситуации поддалось бы всеобъемлющей панике и инстинктивно бросилось бы спасать собственную жизнь, спасаясь бегством. Но собачий материнский инстинкт оказался не просто сильнее страха смерти. Он полностью затмил собой все остальные чувства самосохранения. Джесси, кашляя от дыма, кинулась к своему гнезду. Малыши беспомощно пищали, сжавшись в суматошный живой комок и не понимая, откуда исходит эта ужасающая жара. Не раздумывая ни единой секунды, собака максимально осторожно, чтобы не повредить нежную кожу, сжала зубами холку первого щенка и бросилась через задымленную, превращающуюся в пепел комнату к выходу. Вокруг рушились горящие перегородки, с потолка капала расплавленная смола, а пол под лапами буквально горел. Но Джесси вела одна единственная великая цель — вытащить своих детей из этой пылающей преисподней любой ценой. Выбравшись из горящего ада на улицу, собака на секунду замерла, ослепленная ярким светом и оглушенная шумом. Вокруг суетились испуганные люди, грохотала техника, пылали стены ее бывшего дома. И тут, среди этого кошмара, Джесси увидела ее, огромную, яркую, красную пожарную машину. В ее чистом собачьем понимании именно эти высокие люди в тяжелых касках, прибывшие бороться с бедой, и их странное железное вместилище, были единственным надежным островком безопасности в рушащемся мире. Пригнувшись к самой земле и оберегая ношу, она метнулась к спецавтомобилю. Джесси аккуратно и грациозно поднялась по высокой металлической подножке и с неимоверной бережностью уложила первого малыша прямо в кабину, на мягкое сиденье водителя, где он был надежно защищен от летящих искр, падающих обломков и душного смога.
Не задерживаясь в кабине ни на мгновение, не обращая внимания на опаленные уши, обожженные подушечки лап и клок подпаленной шерсти на боку, Джесси развернулась и снова помчалась прямо в гущу беснующегося огня. Врубившись сквозь сплошную стену дыма обратно в дом, она на ощупь нашла второго щенка, вынесла его на свет, стремительно пронеслась через строй пожарных, которые в суматохе тушения даже не успели сообразить, что за рыжая тень снова и снова мелькает у них под ногами, и бережно уложила второго малыша рядом с первым на сиденье грузовика. Третий заход в пылающие руины требовал уже не просто мужества, а какого-то нечеловеческого или истинно материнского сверхусилия. Конструкция дома уже буквально трещала по швам и готова была окончательно рухнуть. Температура внутри помещения поднялась до такого предела, что шерсть на боках собаки начинала тлеть сама по себе. Джесси выскочила на улицу буквально за секунду до того, как за ее спиной с оглушительным грохотом обвалилась большая часть несущей крыши. В зубах она крепко и надежно сжимала третьего малыша. Путь назад был практически полностью отрезан вспыхнувшим пламенем. Собаке пришлось буквально пробиваться сквозь горящие завалы из углей и балок, рискуя быть погребенной заживо, чтобы добраться до самого дальнего угла и забрать последнего, самого маленького и слабого щенка. Лапы обжигало раскаленный пол, дышать было практически нечем, но она сделала это. Только когда четвертый малыш оказался в относительной безопасности кабины, один из пожарных, на минуту переводивший дыхание после тяжелого штурма огня, случайно заглянул внутрь машины, чтобы взять оборудование. То, что он увидел, заставило опытного и видавшего виды спасателя намертво замереть с бронспойтом в руках. На водительском сиденье тяжело и рвано дышала израненная, полностью покрытая черной копотью дворняжка. А вокруг нее, уткнувшись в горячую, пахнущую дымом шерсть, доверчиво пищали 4 крошечных слепых создания. Спасатель мгновенно позвал коллег, и жесткие мужики, только что рисковавшие жизнью в огне, не смогли сдержать слез от увиденного зрелища. Когда главный очаг пожара был окончательно потушен, а на месте жилых домов остались лишь дымящиеся черные пепелища, спасатели первым делом позаботились о мохнатой героине и ее семье. На той же самой пожарной машине Джесси и ее малышей срочно доставили в ближайшую ветеринарную клинику, где их уже ждали предупрежденные врачи. Ветеринары незамедлительно начали борьбу за жизнь каждого члена этой удивительной семьи. Собаку очистили от копоти, обработали многочисленные ожоги и поставили капельницы. К огромному общему сожалению, Миракл, чудо, не получилось абсолютно совершенным. Самый маленький щеночек, которого Джесси вытаскивала последним из самого ада, получил слишком тяжелые ожоги кожи и успел сильно отравиться угарным газом. Несмотря на все авральные усилия ветеринаров, круглосуточную интенсивную терапию и молитвы спасателей, выходить малыша не удалось. Он скончался через несколько часов. Это была глубокая, горькая утрата абсолютно для всех, кто в те часы следил за судьбой собачьей семьи. Однако остальные 3 малышей, благодаря феноменальной самоотверженности своей матери и своевременной помощи врачей, быстро пошли на поправку. Их жизни больше ничего не угрожало. Сама Джесси прошла полный курс лечения и реабилитации. Убедившись, что оставшимся детям ничего не угрожает, она снова смогла полноценно кормить и выхаживать своих крепнущих с каждым днем щенков. История об отважной чилийской дворняжке за считанные дни облетела весь земной шар. Кадры с камер и фотографии Джесси, бережно несущей своего щенка к красной пожарной машине, попали на первые полосы ведущих мировых газет, возглавили выпуски теленовостей и набрали миллионы просмотров в социальных сетях.
Миллионы людей со всех уголков планеты искренне восторгались ее беспрецедентным героизмом, безусловной материнской преданностью и невероятной, почти мистической сообразительностью. Вскоре Джесси вместе со своими подросшими и окрепшими малышами выписалась из клиники. Возвращаться на пепелище им не пришлось. Местная община и неравнодушные люди моментально нашли для героической семьи новый, большой и абсолютно безопасный дом с любящими хозяевами. А ветеринарную клинику и новый дом еще долго заваливали посылками с элитными кормами, игрушками и теплыми лежаками со всех концов света. Эта история насовсем осталась в памяти людей, как ярчайшее напоминание: способность к истинному подвигу, абсолютное самопожертвование и всепоглощающая любовь не являются привилегией только лишь человека. У этих чувств нет биологических видов и границ, и иногда самое большое, искреннее и храброе сердце бьется в груди обычной беспородной собаки.